31 декабря 2021 года началось весьма забавно. Хождение с 3 часов ночи вокруг станка и обкашливание способов монтажа ШВП на OS X привело меня к осознанию того, что где-то я что-то сварил не совсем правильно. И вот она одна из причин, почему я не примкнул к советам гуру и не стал никакие поверхности шлифовать. Это было бы пустая трата сил и денег. Каретка оси X была сделана нетехнологично. При такой конструкции ее ход составил 100 мм. И хотя детали я планировал делать небольшие, это уж совсем мало. Да и линейные направляющие и ШВП при этом используются не полностью. Посему было принято решение отболгарить часть каретки оси X и немного сместить ее вдоль самой оси и приварить заново. Конечно, это неминуемо должно было привести к кораблению и выкручиванию профилей. И забегая немного вперед, скажу, и ведь выкрутила. Левая профилина ушла на миллиметр в сторону правой и не могла уже после сварки сесть на линейный подшипник. Не совпали посадочные отверстия. Второй недостаток конструкции выразился в том, чтобы прикрепить подшипник ШВП к каретке, пришлось поднимать на 20 мм саму каретку и делать проставки. Проставки я напечатал, посетовал на явный колхоз и решил сделать по-другому. Не поднимать каретку, а наоборот вырезать из нее кусок. Затем этот кусок развернул в двух плоскостях и приварил заново, сделав из него заодно и полку крепления подшипника ШВП. Чтобы это варварство выглядело не слишком борзо, покрасил опять-таки зеленой матовой краской. Все собрав, я приступил к испытаниям. Некогда написанная прошивка по управлению станком перестала нравиться. В одной из предыдущих видео я уже говорил, что прошивку управления станком пишу сам, а плату управления Arduino Mega. Сначала решил убрать возможность разгона. Ее алгоритм я счел несовершенным. Затем мне понадобилась большая точность позиционирования, поэтому я переставил микрошаг на драйверах двигателей в значении 3200 шагов наоборот и перепрограммировал часть кода. А когда стал тестировать, то потерпел полное фиаско. Для тех, кто в теме, в Arduino размер переменной double 4 байта вместо 8. И это даже не фиаско, это полная ***па. При такой точности делать какие-то вычисления на уровне миллионных долей – большая проблема. Это привело к тому, что мне пришлось приписать весь код на использование целых чисел. Также из прошивки были исключены рудиментарные функции G-кода, такие как локальные координаты, компенсация инструмента, выбор рабочей плоскости, которые я некогда туда добавил. После проверил выполнение на разных скоростях, теперь захотелось, чтобы ограничение по скорости работало для каждой оси индивидуально. Значительно оптимизировал код и сделал его модульным и более универсальным. И в конечном итоге, когда я понял, что скорости выполнения кода все равно достаточно только для максимального перемещения 300 мм в минуту, я решил полностью отказаться от Arduino. Стоп! Подчеркиваю, именно от Arduino, а не от собственной прошивки на отладочных платах. Теперь я использую плату STM32F130CB. Стоимость ее чуть больше Arduino, что-то около 200-250 рублей, уже не помню. Но она работает на частоте более чем в 4 раза выше ардуиновской, да еще и выполнение микрокода занимает меньше тактов на операцию. То есть я имею в виду, на Arduino деление двух вещественных чисел делает до 100 микросекунд, то есть 10 тысяч операций в секунду. С такой скоростью нормально не особо можно работать, но на Cortex значительно выше. Теперь вопрос подготовки тестов резов. Для этого нужно нормально проверить прошивку еще раз, подразместить вспомогательное оборудование в виде ведра с водой и немного переложить проводку. Кстати, если вы заметили, станок стал еще более зеленым. Всем спасибо.